Приветствую вас, друзья! У нас прогноз для Дев, вторая декада декабря. Давайте посмотрим по всем сферам жизни, что ожидает Дев в период с 10 по 20 декабря. Мы посмотрим сферу отношений, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Получим советы от оракулов. И в конце расклада у нас будет маятник. Он ответит на ваш вопрос, да или нет. Девы, вторая декада декабря. Что у вас будет происходить в начале этих 10 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Да, пошла вторая карта. Давайте ее достанем. Что вас ждет в любви? Первая карта у кого не... Ой, что вас ждет, не простите, не в любви, а в отношениях. Первая карта, у кого они есть, отношения или брак. У кого-то беременность. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость, что у вас. И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 10 дней? И совет предупреждения от Таро. Ленорман, сюрприз, неожиданность или на чем-то Ленорман сделает вам акцент. Девы, вторая декада декабря. Вы знаете, здесь как сюрприз, неожиданность. Могут прийти какие-то документы или сообщения, но они ложные. Это может быть и телефонный звонок, это может человек какой-то вам сообщить какие-то новости. Но здесь будет какая-то не то что ловушка, а может быть человек сам даже не знает, что это ошибочные сведения. Еще если вы здесь подписываете какие-то важные для вас документы, то тоже будьте аккуратнее, все проверяйте тщательно. Договора, где вы ставите свою подпись. Также здесь вы еще можете получить ответ, если вы куда-то подавали документы, какой-то запрос делали, то вам карта говорит, что то ли ответ какой-то будет невнятный, то ли там будут ошибки. Может быть, вы выбрали неправильный путь для получения каких-то сообщений. Даже не сообщений, а какая-то ситуация тупиковая. Тут еще карта советует, вот лабиринт, может быть, скооперироваться с теми людьми, которые тоже пытались решить этот вопрос. Может быть, научиться как-то, знаете, как вот форумы в интернете, вы пытаетесь решить какой-то вопрос, вы сдаете, ищете ответ, и выскакивает форум, где люди делятся той же информацией, как они этот вопрос решили. Вот. Например, в компьютере что-то у вас там зависло, или вы не можете установить какую-то программу, то здесь нужно опираться на опыт других людей. Вот. Еще здесь может быть преграда в общении с другими людьми. Это неумение высказываться, неумение доносить свою мысль. Может быть, у вас сейчас работа, например, связана с интернетом. И вам сложно общаться. То есть тут надо разрабатывать вишудху, пятую чакру, горловую, чтобы уметь высказывать свои мысли, доносить свою информацию до людей. Хорошо, в начале этих 10 дней у вас ложится королева кубков, звезда. И для тех, кто в отношениях, в браке, у нас луна. Королева кубков показывают или влюбленную даму. Звезда и мир – это может быть знакомство и влюбленность через интернет. Но вот здесь вам трудно общаться с человеком. Может быть, из-за того, что языковой барьер, человек другой национальности, и вам сложно объясняться. Но здесь Google переводчик вам в помощь, конечно.
У кого-то исполняется мечта, связанная с беременностью, с рождением малыша. Может быть, и зачатие. Также еще королева кубков — это карта матери. Может быть, здесь от мамы идет какая-то помощь в исполнении вашей мечты. У кого-то здесь выздоровление. Звезда — это понятие очень многогранное. Давайте уточним для тех, кто в отношениях или в браке. У вас ложится старший аркан Луна. Да, Луна в первую очередь может говорить о беременности, о материнстве, но если смотреть на отношения, то, может быть, есть какая-то нестабильная ситуация. Все-таки для женщин-дев это не ваша масть. Давайте уточним. Еще на дне у нас туз жезлов и туз кубков. Да, здесь может быть и зачатие, исполнение вашей мечты, может быть переезд или какая-то дорога. У кого-то здесь может быть новая влюбленность и переживание, что это выйдет наружу. Это может быть знакомство через интернет. Луна — это страхи и опасения, девятка — это тоже переживать, что вам приходится, например, для мужчин, что вам приходится кого-то обманывать. Тут у вас может быть новая влюбленность. Это еще может быть знакомство через интернет на сайте знакомств. Также здесь переживание по поводу заключения какого-то договора. Это может быть договор купли-продажи, аренды, найма. Но здесь идет, скорее всего, помощь все-таки от мамы, которая поможет вам этот вопрос решить. Может быть, здесь покупка жилья, потому что у нас в деньгах четверка. Четверка жезлов — это новоселье, это переезд. Конечно, еще это карта подготовки к свадьбе. Вот я еще говорила, здесь новости могут прийти какие-то ложные. То есть вам могут сообщить, что, например, вашего мужчину с кем-то видели. Тут может быть обман. Даже человек может сообщить, что не сам он видел или видела, а кто-то сообщил. То есть это еще и какое-то через третье лицо, и там еще один что-то приплел, второй приплел, и по факту получится, что вас ведут в заблуждение. Вот эти все новости проверяйте. Хорошо, для тех, кто в поиске, да, старший аркан Мир — это завершение одного этапа вашей жизни и начало следующего, но еще это знакомство через интернет. И может быть реально препятствие в общении в том, что человек на другом языке разговаривает. Но здесь очень много будет общения, и звезда, начало очень перспективных отношений, влюбленность. Но цель будет далека, да. Как в совет предупреждения, карта говорит: выходите из отшельничества, тем более, если вы уже засиделись в одиночестве, в холостяках, то вот здесь вот есть шанс познакомиться и влюбиться. Хорошо. Для тех, кто работает, четверка кубков, вот прям глядя на эту карту, человеку жутко хочется в отпуск. Вот куда-то, может быть, уехать или отдохнуть. Это, знаете, когда вот эмоциональное выгорание. Человек просто устал, вот уже даже ничего не хочется. Но еще, конечно, скука, рутина. То есть вот работа, дом. Конечно, иногда карта показывает, что человек вот продумывает какой-то новый проект, замысел, но пока он у вас еще на стадии обдумывания. Или здесь поступит предложение по работе, а карта говорит: обратите внимание, может быть, это внесет какой-то драйв в вашу работу, может быть, новое направление или какой-то новый заказ. Еще если кто-то работает через интернет и вам тяжело общаться с другими людьми, это вот переживать, да, вот что не могу ответить так, как надо. Там, например, зажимаюсь, когда нужно высказаться, у меня пропадает голос. Ну вот что-то такое. И еще это может быть, знаете, предложение о каком-то небольшом заработке, а вы можете отмахнуться, сказать: да не буду я этой ерундой заниматься, что я там заработаю. Но вот, знаете, по тузу
кубков это может выглядеть как что-то такое несерьезное, но на самом деле это может быть какое-то новое начало. Или даже здесь может поступить предложение о переходе на новую должность, если вы на кого-то работаете. Но вам здесь вообще вот по этой карте вам здесь просто нужно отдохнуть. Может быть, взять без оплаты или все-таки, если уж поехать не получается, ну хотя бы возьмите отпуск. Хорошо, для тех, кто ищет работу, тут или десятка показывает, что вот вы уже отчаялись, или вы найдете работу, но она будет связана с какой-то большой физической нагрузкой. Может быть, это вот для мужчин, там, грузчики, да, нужно будет поднимать какие-то тяжести. Но еще это нахождение работы, но так как вам, вот там, где вы найдете, будет не хватать умения, опыта, знаний, вам будет просто тяжело справляться с нагрузкой. Вот здесь я уже говорила, нужно воспользоваться опытом других людей. Поговорить с кем-то, получить информацию. Может быть, это вам поможет быстрее адаптироваться на новом месте. Давайте мы уточним все-таки десятку. Как бы вот десятка, да, человек устал, ищет, да, а тут туз, это новая работа. Может быть, даже эта работа связана, что вам придется куда-то уехать. Но это не факт. То есть вот для тех, кто сидит и грустит, здесь какое-то предложение выгодное. А для тех, кто ищет, новая работа. Ну, давайте посмотрим, что. Может быть, у вас работа будет связана, почему тяжело, с коммуникациями. Там какие-то колл-центры, или нужно будет обзванивать, там какие-то опросы, а вам тяжело общаться. Да, предложение поступит. Новая работа, новый проект. То есть какой-то звонок или хорошая новость. Но также это может быть ваш какой-то замысел, вот этот вот кубок, да, о чем-то вы думали, и вы хотите его, захотите сейчас его воплотить в жизнь. Ну, по пажу, да, здесь, скорее всего, вам еще не хватает опыта. Но это все приходящее. Финансы я уже практически сказала. Тут траты на какие-то праздники, новоселье, дни рождения, кто-то к свадьбе готовится. У кого-то рождение, зачатие малыша, будете эту радостную новость отмечать с родными, близкими, с друзьями. У кого-то может быть переезд. Еще это, конечно, продвижение по карьерной лестнице, это сбор урожая, того, над чем человек трудился. Но в любом случае карта показывает стабильное материальное положение и траты на какие-то развлечения. В конце этих 10 дней у вас ложится семерка кубков, ну, у кого-то здесь влюбленность, кто-то начинает строить планы, задумки, у кого-то здесь карта выбора. А выбор в чем? Например, куда поехать в отпуск, на что потратить крупную сумму денег. Может быть, выбор из двух вариантов в любви. Здесь карта говорит, если вы еще не уверены, то не спешите с этим выбором, чтобы в дальнейшем он вас по-настоящему порадовал. И в совет, ну, кому-то здесь карта советует выходить из одиночества, но также может быть здесь совет, помощь от старшего поколения, или вам в каких-то вопросах нужно будет обратиться к специалисту, который вам даст дельный совет или окажет помощь. И если вы здесь будете стоять перед каким-то серьезным выбором, то карта вам советует на время уединиться и искать ответы внутри себя. Не слушайте чужого мнения в этих вопросах. Вы лучше знаете, что вам сейчас нужно. Если вы ответы внутри себя не найдете, значит, обращайтесь к специалистам. Давайте посмотрим для вас советы. Девы. 2 декада декабря. Совет африканского оракула. Это кольцо перевернутое сейчас. Обещания, данные чересчур поспешно, могут быть нарушены. Продвигайтесь вперед с осторожностью, оговаривайте время, необходимое вам для того, чтобы быть уверенным в данных вами обязательствах, и сохраняйте свои отношения крепкими и здоровыми. Давайте еще получим совет от королевы Луны, Девы, 2 декада декабря.
Realization. Но вообще переводится как реализация и осознание. Карта говорит, реализуйте то, о чем вы долго думали. Перед вами сейчас открываются какие-то возможности, новые пути, новые варианты. Но действуйте не спеша и осознанно. Хорошо, давайте посмотрим ответ маятника для вас. Маятник, ответьте, пожалуйста, девам. На их запрос «да» или «нет» вторая декада декабря. Молчит. Ни да, ни нет. Так, маятник, ответь, пожалуйста, девам. На их запрос «да» или «нет» вторая декада декабря. Но я сделала все, что могла. Но он не отвечает. Не знаю. Такой вот получился у нас с вами прогноз. Я благодарю вас за внимание. Если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте пальчик вверх. Всего вам хорошего.